Всем привет, с вами Вика, и вы смотрите новое видео про мои приключения в Буэнос-Айресе. Данный ролик будет посвящен выбору клиники для родов. Могу сказать сразу, мы не стали смотреть прям вот все-все-все, хотя здесь достаточно много достойных клиник. Не рассматривали бесплатный вариант, мы сразу хотели, чтобы клиника была платной. С клиниками я немножко ознакомилась заранее. Я сразу поняла, что мне будет интереснее смотреть именно две. В каждую из этих клиник мы сходили на экскурсию, и поэтому я буду показывать вам именно их. О чем же речь? Это клиника Swiss и Los Arcos. На самом деле, если вдаваться в подробности, то Los Arcos это, по сути дела, тот же самый Swiss, но мне важно было именно посмотреть то, как это будет выглядеть, опять же таки, живьем, чтобы понять, где мне будет комфортней, что это из себя представляет, потому что все-таки одно дело смотреть какие-то, видео, и другое дело увидеть это живьем. Первое, куда мы пошли, это был Los Arcos, вот поэтому сейчас я буду как раз делать такие вставки про него. Именно так выглядит главный вход в госпиталь. Нас попросили переодеться в форму, чтобы все было стерильно, потому что будем находиться еще и в родовой. Вот так выглядит один из вариантов предродовой, который может сразу преобразоваться еще и в родовую. Для этого здесь есть все оборудование, плюс она достаточно комфортная в плане освещения, в плане размера помещения. А сейчас перед нами классический вариант родовой. Рядышком помещение для малышей, где их осматривают, делают все необходимые процедуры. Что, будем сюда класть 3 детей? Там на 3 мест. И мы постепенно переходим в операционную. Если, допустим, у вас плановое кесарево, то вот именно в такой обстановке оно будет происходить. Когда малыш рождается, вас переводят в послеродовую палату. Здесь очень любят крепить возле двери вот таких вот бегемотиков с именем вашего малыша. Ну и сама послеродовая палата. Вот такой вот холл. Местечко, где вы будете приходить в себя. Есть все необходимое. Здесь можно привести себя в порядок. Также находится душ и туалет. И в завершении экскурсии нам преподнесли вот такой вот пакетик. Сейчас покажу, что же там внутри. Во-первых, вот такая вот прищепка, которая идет на магните с названием госпиталя. Тот самый бегемотик, который вешается на дверь с именем малыша. Вот такая вот небольшая брошюра с ответами на вопросы. Советы, что взять с собой. И финально это вот такая вот косметичка. Здесь, правда, Swiss Medical написано. Вот, но она идет еще тоже от Los Arcos. Вот здесь можно положить какие-то необходимые вещи. Много кармашков. И затем мы уже решили сходить на всякий случай тоже в Swiss, чтобы была возможность и сравнить как-то, и точно определиться. Плюс и в той, и в другой клинике наш врач принимает. Мы это уточняли, поэтому тоже имейте в виду, если вдруг вы изначально определились с врачом, лучше обязательно уточнить у него, в какой же из клиник он работает, потому что он может просто-напросто вообще работать в другой, не в той, в которой вы планируете рожать. Вот такой вот главный вход. Небольшая предродовая, особенно на контрасте с Los Arcos. Здесь прям совсем мало пространства. Но она тоже такая достаточно светлая и, в принципе, приятная. Небольшой санузел. Та же фишечка с этими милыми бегемотиками. Вот так вот выглядит холл, уже где расположены послеродовые. Собственно, мы заходим в одну из них. Вот такая вот гостиная часть. И зона, где будете находиться вы, уже приходите в себя. Как раз диванчик для мужа вон там вот находится. Но это именно расширенная палата. Она доплачивается еще сверху немножко отдельно. Классическая она поменьше, конечно. Вот такой вот вид вас ждет за окошком. В плане оснащения тоже есть все необходимое для удобства. Ну и зона душевой и туалета.
холл, вид сверху по дороге в кафетерий. Ну, в плане оснащения они очень похожи. Единственное, у нас, конечно, такая более масштабная экскурсия получилась в Лос-Аркосе. Можно было, конечно, записаться и в Свис тоже на вот похожую с переодеванием, да, чтобы посмотреть именно саму родовую. Но мне кажется, что смысла нет, потому что плюс-минус это будет похоже. Вот просто вы потратите время. Вот так в плане, допустим, после родовой это имеет смысл, потому что они немножко все-таки отличаются. А так прикольно, что есть вот такие вот экскурсии, где можно посмотреть, как все это будет выглядеть. Это действительно помогает как-то и ощутить себя спокойней, вот, и определиться, чувствовать какую-то надежность, наверное, да, во всем происходящем. А так мне понравилась, в принципе, и та, и другая клиника. Мне кажется, что если бы судьба забросила меня и в другую, как бы я не думаю, что я сильно бы пожалела. Вот. Но пока что я определилась и остановилась на Лос-Аркосе. Конечно, там все-таки есть свои плюсы и в плане предродовой, и в плане послеродовой. Вот. Мне кажется, что за счет того, что помещение больше, тебе будет просто-напросто комфортнее находиться уже после всего процесса. Вот. Хотела еще отметить в плане экскурсии. В клиниках есть представители, которые как бы, да, показывают вам данные помещения. И очень доброжелательные были, назовем их так, экскурсоводы. Вот, оставили такие приятные эмоции. В общем, общение проходило на такой достаточно приятной волне. Хотела немножко рассказать еще про какие-то моменты в плане родов. Здесь очень приветствуется так называемый золотой час. Это когда прямо после рождения ребенка у матери есть возможность побыть с малышом. Это и контакт кожи к коже, прикладывание к груди, дает возможность пульсировать пуповине. То есть все вот эти вот процедуры, они как раз входят в этот золотой час, который здесь очень приветствуется. И плюс идет за счет вот тоже прикладывания, да, кожи к коже малыша и матери. У них идет обмен как раз всеми вот этими вот микрофлоры. Вот, в общем, такая вот прикольная фишка, которую здесь легко можно встретить. Так что, если вам именно важен этот момент, здесь он только приветствуется. Лично для меня это тоже было важно. Мне кажется, что это достаточно такая хорошая штука. Ну и плюс, наверное, в плане эмоций это тоже как-то играет важную роль при рождении малыша. Также в плане госпиталя, если вам важны партнерские роды, либо, допустим, вы хотите роды с доулой, здесь тоже идут вам навстречу. Здесь и партнерские роды в ходу, и можно заморочиться как раз с доулой, если как у вас есть такие предпочтения. Вот, я изначально всегда планировала, что мои роды будут проходить вместе с мужем. Вот. Он у меня вроде как спокойно к этому относится. Вот. Но в любом случае, ну, как бы лично для меня, да, морально важна как раз именно поддержка, чтобы я знала, что какой-то близкий, родной человек рядом со мной, что я не одна. Вот, поэтому для меня было как раз именно важно, чтобы муж был вместе со мной. Поэтому я даже не рассмотрела какой-то другой вариант. Я всегда, мне кажется, знала, если вдруг произойдет вот это вот чудо, то роды будут именно как бы вместе с моим мужем. Вот, не знаю, как это будет правда проходить на деле, и плюс я уверена, что он будет надо мной издеваться и подшучивать всячески, вот, но, на мой взгляд, это, наоборот, в данном случае разряжает обстановку. В общем, посмотрим, как это будет происходить. Не буду ничего загадывать. Вот, но для меня морально, по крайней мере, проще, да, как-то быть к этому готовы, потому что есть какие-то определенные страхи относительно всего, так как это впервые. В общем, это все-таки пугает. Вот, и если рассматривать как раз с точки зрения, что я буду не одна, вот мне будет, мне кажется, все-таки проще. В плане госпиталя на экскурсии как раз рассказывали, что в них есть все для того, чтобы роды были партнерскими, то есть муж может спокойно остаться вместе с вами, то есть он может находиться все 3 дня, если естественные роды, все там 4 дня, если вдруг кесарево, то есть там есть для него место, он может прямо оставаться на ночь, выдают постельное белье, вот, поэтому
для какого-то комфортного пребывания уже в послеродовой есть как бы все условия. Вот, так что это огромнейший плюс. Ну и еще по возможности стараются, если вдруг все хорошо с ребенком, тоже все в порядке, стараются не разлучать как раз семью с ребенком, чтобы он как раз прям вот буквально сразу же находился вместе с матерью и отцом. Ну, если как бы вы вместе. Вот. И в Свисе, и в Лос-Аркасе есть кафетерий. То есть, если, допустим, муж хочет перекусить, да, покушать, может сходить в кафетерий и там что-то заказать себе. Плюс есть за дополнительную плату, можно сказать, в принципе, просто в саму палату еду, если вдруг вы не хотите как-то заморачиваться. Вот, и потом просто уже по факту выписки оплатить счет. Ну, либо просто муж может уйти. Здесь вроде, насколько я понимаю, что рядом и с тем, и с другим госпиталем есть в любом случае какие-то кафехи. Вот, так что с этим каких-то проблем нет. Если говорить немножко обо мне, то я не рассматриваю вариант, да, с доулой. На самом деле, ну, как бы мне морально проще, когда это именно какой-то знакомый для меня человек, когда это какой-то родной человек. Вот мне проще. Наверное, я не самый такой. Мне кажется, у меня немножко сложности с доверием, поэтому мне важно именно, чтобы человек рядом со мной был мне знаком. Вот, поэтому в плане доулы для меня нет смысла. Я не уверена, что она сможет меня как-то расслабить, потому что, как бы ни располагала к себе доула, это все равно, мне кажется, ну, не совсем то. Вот, поэтому мне проще как-то самой, вот, ну и плюс ощущать, что как бы рядом муж, что я не одна. Вот. Для меня, мне кажется, такая схема самая верная. Вот. Поэтому в плане доулы я даже как-то не задумывалась. Ну, посмотрим, это все-таки мои первые роды, посмотрим, как это будет происходить. Может быть, я вообще все поменяю, свои какие-то впечатления, мнения. Может быть, в следующий раз я, наоборот, буду думать о том, что мне нужна доула. Вот. Но пока что я предполагаю, вот зная себя, я предполагаю, что мне бы это только мешало. Вот. Напишите, кстати, если вы рожали с доулой, у вас были партнерские роды, либо все-таки вы справлялись сами, знали, что вам комфортнее вообще все это проживаете самой. Будет тоже интересно почитать в комментариях. Вот. И лично я рассказала вам, как планирую я. А так, если еще говорить про какие-то свои переживания, я немного парюсь из-за того, что какие вещи могут понадобиться именно уже в послеродовой, не упустила ли я что-то. Ну, плюс, так как это первый опыт, точно я как бы не могу предполагать, что мне может понадобиться, а что нет, что из тех вещей, которые я купила, будет для меня удобным, что может не понадобиться вообще. Вот, поэтому тоже буду очень рада советам, если вы вдруг знаете какую-то такую штуку, которая прям вот вам помогла, которую вы бы советовали обязательно как бы прихватить с собой, что это просто must have. Вот, тоже буду очень рада советам. Возможно, я как раз тоже прислушаюсь и поищу что-нибудь здесь такое, если здесь есть в Аргентине, в Буэнос-Айресе какая-то альтернатива. Вот, попробую тоже приобрести. Еще в Аргентине есть банк стволовых клеток. Мы как раз хотим сходить туда на экскурсию, чтобы нам рассказали вообще, какие условия, как все это происходит. Вот нам как бы интересна эта тема. Я знаю реальные случаи, где как раз это спасало жизни, поэтому я думаю, что это будет тоже полезно. Вот, но пока у меня нет какой-то достоверной информации относительно этого, вот, не буду вам ничего рассказывать. Сначала мы сходим на экскурсию. Вот, должны, я думаю, что в ближайшее время тоже выгонять, вот. Потом уже поделюсь какими-то своими эмоциями, ну и тем, что мне расскажут. Обязательно пишите, если у вас есть какие-то вопросы относительно этих клиник, либо если у вас просто есть какой-то вопрос ко мне, обязательно отвечу. Может быть, просто про Буэнос-Айрес тоже буду рада. Может быть, нужно записать какое-то отдельное видео по теме. Всегда рада пообщаться, ответить на ваши вопросы. Вот, не забывайте подписаться на канал, поставить лайк этому видео. И увидимся в следующем влоге, скорее всего. Вот, до новых встреч!